Всем привет! Сегодня у нас H5 4D20 с такой проблемой. Клиент к нам обратился с признаками, значит, пробоя прокладки. Мы назначили время, когда ему подъехать. Значит, он подъезжает, говорит, у меня недавно выдавило, значит, масло из щупа. Проверять начинаем картерные газы, а там прям все как-то вот очень печально. Объясняем, что, скорее всего, мотор пора капиталить. Решили назначить другое время. То есть, да, у него действительно пробой прокладки. То есть, мы пробку отвернули, там, как фонтан шарахнул нам. В общем, и я, и хозяин, все в антифризе были. Договорились на другое время немножко, потому что у нас там очередь была, и на капиталку взять эту машину в данный момент не представлялось возможности. Вот, значит, приехала эта машина чуть позже. Ну, а дальше смотрите, я вам сейчас покажу. Пробег на момент ремонта у нас 162 467 километров. Сейчас мы продемонстрируем запуск. Это мы уже его запускали. Совсем на холодную он даже не сразу запускается. Вот. Ну что ж, дальше переходим под капотное пространство. Там тоже расскажу. Собственно, вот так у нас и работает двигатель. Мотор работает очень шумно. Постараюсь заснять вам звук. Мотор работает очень шумно. Как можете видеть, масляный щуп в испарении. И это несмотря на то, что мотор холодный. На горячую он сапунит еще сильнее. В целом, конечно, мотор чистенький, что уже хорошо. Прокладку здесь уже выдавливает, потому что вот, как вы можете видеть, да? Вся эта прелесть. Ну что ж, приступаем к извлечению мотора. А дальше тоже вам все покажу. Итак, собственно, головку блока цилиндров сняли. Серег, подержи. Сейчас мы выставим поршня. Здесь уже все плохо. Перекладка уже, конечно, сумасшедшая. Хотя, несмотря на все это, хон-то мы здесь видим. Хреноватенький, но видим. Вот здесь вот следы горения масла в цилиндрах. Вот это вот все. Это все масло. Там на цилиндрах. В общем, будем все это разбирать, вытаскивать дальше. А то, что тут вот какой-то, видимо, йогурт банановый тек. Все это в оранжевом непонятном, ну, естественно, вот в радиаторе. В общем, все это, вот оно тоже, вся эта ржавчина. В общем, вытаскиваем блок, начинаем разбирать. Итак, теперь посмотрим на вкладыши. Значит, здесь у нас, ну, износ соответствует все-таки годам, но вот здесь видно, две форсуночки подливали. Износ чуть больше. По коренным, значит, у нас здесь, в принципе, ничего критичного нету. Все нормально. Вот по шатунным только у нас два вкладыша. Естественно, они нагруженные. Поэтому, ну, в любом случае, все это меняться будет. Так, ну по маслонасосу у нас здесь, значит, следующее. Маслонасос у нас в хорошем состоянии. Менять мы его здесь не будем. Поменяем сейчас просто прокладочку. И все это установим. Сальничек тоже поменяем сейчас.
Так, поршня у нас отторцованы. 75 соток сняли. Потому что с блока снималось много. Плоскость блока тоже кривая. Ничего критичного нет. То есть мы выставим 25 соток зазора. Точнее говоря, выступания. Все как положено. Поршня мы менять не стали, потому что поршня в очень достойном состоянии. Сейчас это все будет собираться. Что ж, коленчатый вал уже у нас установлен. С коленчатым валом мы здесь ничего не делали, только отполировали. Здесь все установили. Все вращается легко и изумительно. Продолжаем сборку. Ну что ж, мотор у нас постепенно приобретает свой облик. Сейчас собираем головку, сразу все это устанавливаем. И все это вместе будет выгружаться в моторный отсек. Итак, мотор благополучно отремонтирован. Что еще из проблем было, значит, у нас... Мы потом уже заметили, когда начали протягивать коробку к двигателю, что коробка у нас вся в масле. Причем масло это именно трансмиссионное с коробки. Обратили внимание на трубки от АКПП до радиатора. Ну и видим, что они все очень гнилые, ржавые, там, и вообще ужас какой-то. С хозяином созвонились, как бы у нас были эти трубки, и решили, значит, поменять ее. Потому что он говорит, да, у меня, я, говорит, заметил, что у меня уходит куда-то масло. Ну, говорит, вроде как не видел, откуда оно. Вот, трубки поменяли. Значит, мотор сейчас собрали благополучно. Мотор, то есть машина уже уехала. Недавно с хозяином я созванивался, говорит, вроде все нормально, масло не кушает. То есть, говорит, как была серединка, так и осталось масло. Ну, на этом нам, естественно, хорошо. И хозяину хорошо. Единственное, что, когда он уезжал, машина немножко поддымливала. Но поддымливала таким белым цветом. То есть, это где-то какая-то проблема была. Какой-то патрубок подсасывал немножко воздух. Ну, как бы мы такое уже проходили, то есть машине надо было немножко поработать, так как автомобиль простоял почти там месяц в боксе. Резинки, которые на быстросъемах у нас, они подусохлись. И, естественно, где-то может быть подсос воздуха, как я сказал. Говорю, машине надо было немножко проехаться, резинки обратно встанут в свое положение. Это, в принципе, нормальная практика, мы это уже проходили и не раз. И люди тоже уже это знают, которые у нас ремонтировались, да, они уезжают и говорят, буквально там проезжают 60 километров, машина перестает дымить. Она не то, что прям совсем сильно дымит, поддымливает чуть-чуть, но это нормально. Вот. И потом уже, говорю, километров через 60, там, через 70 уже она, в принципе, дымить перестает. И заводится она нормально, все. Бывает там и с запуском немножко проблемы, то есть немножко подольше надо крутить. И легкие подтраивания, я говорю, но это подсос воздуха, это на быстросъемах есть такая проблема. То есть либо это менять на какие-то силиконовые шланги, либо менять трубку целиком, ну, заводские. К нам сейчас, по идее, партия таких трубок должна приехать, чтобы они у нас были в наличии. Крайне полезная вещь, в общем-то. Я не сторонник того, чтобы переделывать это все на какие-то там непонятные шланги, которые рано или поздно могут порваться там или еще что-то, потрескаться. У многих такие, кстати, ситуации, когда машина приходит, она вроде как там на шлангах вся, но на шланг смотришь, шланг уже весь растрескавшийся. То есть не сегодня, не завтра он там может порваться. Такое мы тоже проходили. Вот. Ну а на этом, наверное, все. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Я обязательно всем отвечу по возможности. Все мои контакты всегда есть в описании к ролику. То есть со мной можно связаться по номеру телефона в любом мессенджере, то есть будь то WhatsApp, Viber, Telegram, то есть в любом мессенджере, во ВКонтакте, там тоже есть ссылка на меня, поэтому пишите, всем буду рад. Всем всего хорошего, пока-пока.